Каспер не мог поверить своим ушам, услышав странный звук, доносившийся из пакета для мусора, который он только что бросил в грузовик. Но прежде чем он успел это проверить, водитель грузовика уже уехал на следующую остановку. Каспер испугался, что сумка и то, что внутри нее производило шум, могут быть раздавлены. Он подбежал к водителю грузовика, чтобы предотвратить это. К счастью, он подоспел вовремя и смог проверить сумку. Он хотел узнать, что внутри, но, взглянув, побледнел и решил сразу же отправиться в полицейский участок, чтобы забрать сумку с собой. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали, и нажать на колокольчик уведомления, чтобы не пропустить новые истории. В смене их всегда было трое, один водитель и два грузчика, и он был уверен, что в кои-то веки они прекрасно обойдутся без него. Примерно через 20 минут он прибыл в полицейский участок, запыхавшийся и вспотевший. «Офицер, мне нужно поговорить с кем-нибудь прямо сейчас. Это важно», — сказал он первому встречному. «В чем дело, сэр?» — спросили его, и он просто показал содержимое сумки. Этого было достаточно, как он и ожидал. «Минуточку, пожалуйста». Через несколько мгновений появился офицер и представился Касперу. «Здравствуйте. Я офицер Эндрюс. Я понимаю, что вы нашли что-то на работе», — сказал он, и Каспер кивнул. Он показал ему, что было внутри сумки, и увидел, как лицо офицера сразу же стало напряженным от гнева, а челюсти сжались. «Я знаю, офицер». «Офицер, это просто ужасно», — воскликнул он. Полицейский попросил Каспера показать ему точное место, где он нашел эту сумку, что они и сделали. «Это было прямо там», — сказал он, указывая на тротуар рядом с крыльцом. Офицер Эндрюс немедленно бросился к входной двери дома и постучал, сказав: «Откройте, это полиция». Однако этого не произошло. Офицер Эндрюс снова постучал в дверь и несколько раз позвонил в дверной звонок, но никто не ответил. «Что ж, так просто это им с рук не сойдет», — пробормотал полицейский и направился к задней части дома. «Хорошо, Каспер, прямо сейчас мы ничего не можем сделать, но я зайду позже вечером, и, надеюсь, тогда кто-нибудь будет дома». Тем временем мой коллега отнес эту сумку профессионалу. Каспер понял, что его работа здесь закончена, и единственное, что ему оставалось, это ждать. Офицер пообещал позвонить ему и сообщить последние новости через несколько дней, и ему пришлось подождать до тех пор. В тот вечер полицейский вернулся к тому же дому и, припарковав свою машину, увидел, что внутри горит свет. Он подошел к двери и постучал, и был удивлен, когда дверь открыла маленькая девочка. Она уставилась на него испуганными глазами, а когда он спросил: «Привет, твои родители дома?» Она вбежала обратно в дом, не сказав ни слова. Он услышал, как она закричала: «Мамочка, иди сюда, там страшный человек у двери». «Добрый вечер, офицер. Чем я могу вам помочь?» «Добрый вечер, мэм. Надеюсь, я не помешал, но мне нужно задать вам несколько вопросов. Видите ли, сегодня утром мусоровоз обнаружил что-то очень неприятное в одном из мешков для мусора, которые стояли прямо перед вашим домом», — объяснил он, указывая на то же место на тротуаре, что и Каспер. Женщина выглядела смущенной. «Хорошо», — сказала она. «И какое я имею к этому отношение?» Офицер Эндрюс откашлялся и объяснил, что ищет человека, ответственного за этот ужасный поступок. Сначала женщина колебалась и не очень-то помогала, но когда она услышала, что на самом деле было в той сумке, она побледнела, и все ее поведение изменилось. Внезапно она с готовностью согласилась помочь. Сообщество, обычно тихое и небогатое событиями, оживилось из-за внезапного появления полиции, что вызвало чувство беспокойства. Вернувшись в машину, команда просмотрела свои записи. Схема начала вырисовываться. Ночное блуждание без дела, странно припаркованный автомобиль и чувство неловкости отразились в многочисленных показаниях. Каспер вспомнил момент, когда услышал тихое мяуканье, доносившееся из сумки. Сначала он подумал, что его уши обманывают его
за обычного грохота мусоровоза, но затем он услышал это снова. Испуганный, отчаянный скулёж. Его сердце бешено заколотилось, когда он понял, что внутри заперто что-то живое. В ветеринарной клинике ветеринар быстро справился с работой, осмотрев котят, найденных в сумке. Их состояние было критическим, но была надежда. Позже ветеринар позвонил снова и сообщил последние новости. «Котята реагируют на лечение», — сообщила она ему. Эта новость стала проблеском надежды посреди мрачной ситуации. Каспер почувствовал прилив счастья, зная, что крошечные жизни, на которые он наткнулся, теперь на пути к выздоровлению. Открытие. Офицер Эндрюс сидел в тускло освещенной комнате, не отрывая глаз от записи с камер наблюдения, расположенных рядом с местом обнаружения. Он придирчиво просматривал каждый кадр, выискивая что-нибудь необычное. Проходили часы, а мерцающий экран показывал лишь обычную активность соседей. Затем что-то привлекло его внимание. Краткий, но необычный момент, который потребовал более пристального внимания. На кадрах видно, как человек часто посещает ближайший зоомагазин. Эндрюс сделал пометку «Продолжить расследование», чтобы выяснить, кто был этот человек и какое отношение он имел к делу. Полиция начала отслеживать передвижение посетителя зоомагазина. Они проследили его путь, пытаясь установить закономерность или мотив. С каждым днем они становились все ближе к установлению виновного. Команда испытывала растущее чувство предвкушения, когда кусочки головоломки начали складываться в единое целое. Подозреваемый, столкнувшись с обвинениями, поспешил отрицать свою причастность. «Я не имею к этому никакого отношения», — настаивали они ровным голосом, но с оттенком нервозности. Эндрюс продолжал задавать вопросы, пытаясь найти несоответствие в рассказе подозреваемого. Несмотря на давление, подозреваемые продолжали упорно все отрицать, предлагая объяснение своим действиям и присутствию на видеозаписи. Однако по ходу допроса стало ясно, что улики были косвенными. Не было ничего конкретного, что связывало бы подозреваемого непосредственно с преступлением. Разочарование команды становилось все ощутимее. В конечном счете подозреваемый был освобожден из-за отсутствия убедительных доказательств. Освобождение подозреваемого ознаменовало неутешительный поворот в расследовании, но Эндрюс знал, что они не могут сдаться. Раздосадованная отсутствием доказательств, команда решила продолжить расследование, начатое Каспером, побеседовав с людьми по соседству. Он снова прошелся по улицам, которые так хорошо знал, общаясь с жителями и владельцами магазинов. По мере того, как Каспер общался с большим количеством людей, он начал собирать небольшие, но потенциально важные улики. Однажды ночью он увидел странную машину, услышал вдалеке спор, внезапно изменил распорядок дня соседа. Неофициальное расследование Каспера сблизило его с сообществом. Его искренняя забота и готовность выслушать расположили к нему местных жителей. Наконец-то кусочки головоломки начали складываться в единое целое, образуя связный рассказ о событиях, приведших к обнаружению сумки. Офицер Эндрюс, воодушевленный новыми уликами, разработал новый план, как противостоять подозреваемому. На напряженном совещании офицер Эндрюс представил подозреваемому новые улики. Фотографии, свидетельские показания и наблюдения Каспера были изложены четко. «Мы видим, в каком стрессе вы находитесь», – мягко сказал он, – «но всегда есть варианты получше». Подозреваемый кивнул, на его лице было написано «раскаяние». Полиция предпочла сострадательный подход, увидев возможность для решения проблемы и роста, а не карательное правосудие. Подозреваемый, обрадованный пониманием полиции, согласился предпринять конкретные шаги для возмещения ущерба. Они согласились на консультацию, чтобы справиться со стрессом и основными проблемами, которые привели к их действиям. Наконец настал день, когда котята, теперь здоровые и игривые,
были готовы к усыновлению. Реакция сообщества была трогательной. Каждый котенок нашел любящий дом. Каспер тоже решил усыновить одного из них. Он назвал котенка Лаки, напоминая об их совместном путешествии от края трагедии к новому началу. Их связь крепла с каждым днем, символизируя надежду и обновление. Лаки был не просто домашним животным. Он был символом того, чего можно достичь добротой и быстрыми действиями. Инцидент с котятами оказал глубокое влияние на сообщество. Люди собрались вместе, чтобы поддержать котят и друг друга. Это стало напоминанием о силе и сострадании, которые существовали в этом районе. Это путешествие было сложным, но поучительным, давало шанс на личностный рост и взаимопонимание. Сообщество, в свою очередь, продемонстрировало готовность прощать, проникнувшись духом второго шанса и исцеления. Сидя с Лаки на коленях, Каспер размышлял о произошедших событиях. Этот опыт научил его силе сострадания и важности участия сообщества в решении проблем. Он понял, что каждый человек способен изменить ситуацию к лучшему, каким бы незначительным ни казалось его действие. История Лаки и его братьев и сестер была свидетельством этого, повествованием о надежде, доброте и новых начинаниях.